Сколько бондов ты уже потратил на классы, которыми вообще не пользуешься? Покупаешь класс, думаешь, сейчас будет имба, а через пару рейдов понимаешь, что эти бонды можно было оставить на поезд. За все время в Dead Rails я перепробовала все классы и вычислила, сколько бондов можно потратить на классы, которые потом будут просто пылиться в коллекции. Получилось больше 1000 бондов на все подряд. Давай попробуем их сохранить. Для этого я подготовила корзинку разочарования. Классы, которые лично никогда не посоветую покупать в первую очередь, даже если кто-то называет их сильными. Начинаем с доктора. Если тебя устранили в рейде, можно просто записать код сервера, выйти, зайти и вернуть свой инвентарь. Хилок на карте хватает. Бинты можно скрафтить сразу. В команде обычно тоже помогают с лечением. Поэтому лично для меня доктор занимает одно из первых мест среди классов, которые не стоит покупать в начале. А дальше будет класс, который стоит в 5 раз дороже и при этом вызывает у меня еще больше вопросов. Чтобы не запутаться, я разделила трэш-классы на 3 категории. Еще поживет в мусорке, порвать без сожаления, смыть и забыть. Ну и, конечно же, расставлю их по увеличению цены. Слева самый дешевый, а справа самый дорогой трэш. Так что не спеши тратить свои бонды. Возможно, следующий класс в магазине именно та покупка, о которой ты потом пожалеешь. Король стоит очень дорого. Иногда можно услышать истории про особые стратегии с рыцарями или быстрый фарм бондов. Но если смотреть на обычную игру, пользы от него очень мало. Для первых покупок я бы точно выбрала что-то другое. Поэтому король отправляется очень глубоко в наш антитоп. Охотник появляется с арбалетом. И вот тут возникает вопрос. Если я покупаю класс за бонды, я хочу получить серьезное преимущество или облегчить старт. А один арбалет для такой цены выглядит довольно сомнительно. Поэтому в мой первый набор этот класс точно не попадает. У Алама нет преимуществ, которые заметно меняют игру. Большинство вещей, с которыми он появляется, можно найти или купить уже во время рейда. Поэтому торопиться с этой покупкой точно не стоит. Появляться с минами и порохом звучит необычно, но насколько часто это действительно помогает? Для большинства игроков ответ будет простым – редко. Поэтому покупать этот класс одним из первых я бы не советовала. А вот что покупать сразу и для какого рейда я собрала в имбовый наборчик классов, который действительно помогает проходить рейды, выполнять задания, играть соло и в команде без лишних мучений. Пока одни игроки тратят больше 1000 бондов на все подряд, тебе хватит всего 415 бондов. Именно столько нужно потратить на имбовый наборчик классов. Но до него еще нужно дойти. Сначала разберемся с теми, кто сегодня отправится в корзину или сразу в унитаз. Зомби добавляет ограничения на лечение. А если класс делает игру сложнее, возникает вопрос, зачем за это платить бонды? Для экспериментов можно попробовать, но для первого набора точно нет. Главная особенность – бочка кислоты на старте. Проблема в том, что кислотных бочек на карте и так хватает, а в кислотных зонах отлично помогают обычные бинты, поэтому бонды лучше сохранить для чего-то более полезного. Призрак дает несколько интересных особенностей, но за такую цену преимущества выглядят слишком ситуативными. В большинстве обычных рейдов разницу заметить сложно, поэтому для старта я бы выбрала другие варианты. Очень дорогой класс? Да, броня есть, но за нее приходится расплачиваться скоростью. В итоге преимущества уже не выглядят настолько впечатляющими. 100 бондов – серьезная сумма. И впереди мы посмотрим на класс, который за те же деньги выглядит намного интереснее. Поджигатель начинает с коктейлями Молотова. На бумаге звучит мощно, но в обычных рейдах такие предметы используются не так часто, как хотелось бы. Поэтому для первых покупок я бы его пропустила.
Музыкант может помогать союзникам, но самому себе помочь не может. Для командной игры вариант забавный. А вот если выбирать лучший способ потратить бонды, есть решение намного сильнее. А спорим, что ты уже со мной споришь по поводу этого трэш-рейтинга? Если еще нет, то дальше точно будешь не согласен. Обязательно напиши мне об этом в комментариях. Меня просто распирает все объяснить. Чтобы не запутаться, я разделила трэш-классы на 3 категории. Еще поживет в мусорке, порвать без сожаления, смыть и забыть. Ну и, конечно же, расставлю их по увеличению цены. Слева самый дешевый, а справа самый дорогой трэш. Так что не спеши тратить свои бонды. Возможно, следующий класс в магазине именно та покупка, о которой ты потом пожалеешь. Молочник становится сильнее благодаря молоку. Звучит весело, но поддерживать этот эффект постоянно бывает неудобно. Поэтому класс скорее для любителей необычного геймплея. Стартовые волки выглядят интересно, но на практике они редко оказывают серьезное влияние на игру. Для коллекции можно, для первого набора вряд ли. Некромант умеет получать союзников после победы над врагами, но для этого приходится активно использовать ближний бой. А большинство игроков все-таки предпочитают хорошее оружие дальнего боя, поэтому класс получается довольно нишевым. Иммунитет к молнии действительно выглядит круто. Но похожий результат можно получить и другими способами во время рейда, поэтому тратить столько бондов не обязательно. Президент раскрывается в определенных ситуациях, но для одиночной игры пользы немного, поэтому в список первых покупок он не попадает. Чтобы получить все преимущества магната, нужно накопить много денег. К этому моменту рейд обычно уже идет полным ходом, поэтому класс раскрывается слишком поздно. Получать немного больше денег приятно, но если ты уверенно проходишь рейды, нехватка денег обычно и так не становится проблемой, поэтому эффект выглядит не самым впечатляющим. Ночью очень сильный, днем, наоборот, становится слабее. Из-за такого баланса класс получается слишком зависимым от времени суток. Чем меньше здоровья, тем больше урона. Но возникает риск обнулиться в самый неподходящий момент. Играть на грани постоянно готовы далеко не все, поэтому для стабильной игры есть варианты надежнее. Вы серьезно? Дефолтный класс, у которого просто есть патроны. Это же не оружие или способность, это просто лут. Дело даже не в цене, а в самой идее. Ведь патроны можно скрафтить или подобрать в первой же халабуде. И потом весь рейд играешь просто дефолтным классом. Ой, этот класс аж бесит. Нужно переходить к светлому и приятному. А теперь самое интересное. Имбовый наборчик классов Dead Rails. Если ты только начинаешь собирать свою коллекцию, именно эти классы я бы покупала в первую очередь. Они реально помогают в игре и остаются полезными даже спустя много обновлений. Расставила я их по стилям игры. Тащит соло, если идешь в рейд один. Тащит тиму, если играешь вместе с друзьями. Тащит везде, работает круто вообще в любой ситуации. Шахтер получает кирку, уголь и фонарь. Да, бонусов нет, но старт становится заметно комфортнее, особенно для новичков. Рыцарь сразу получает броню и меч. Очень хороший вариант для первых рейдов, особенно если хочется чувствовать себя увереннее в начале игры. Лошадь, револьвер и патроны с самого старта. Отличный класс для быстрого начала. Для новичков один из лучших вариантов.
ускоряет поезд и помогает быстрее набирать темп рейда. Особенно хорошо показывает себя в соло. Плюс стартовый уголь всегда полезен. Вот здесь уже начинается настоящая сила. Франкенштейн может один раз вернуться в игру после поражения. Иногда именно эта способность спасает весь рейд. Для соло-игроков очень мощный выбор. Вампир получает серьезные преимущества в ближнем бою. Высокая скорость позволяет быстро сокращать дистанцию. А если освоиться с его стилем игры, возможности становятся очень интересными. Именно поэтому я часто играю за вампира. И, наконец, мой любимый класс. Я вообще не ожидала, что он настолько сильный. Пока рандомы бегали по спавну и что-то там лутали, я просто сидела в поезде и ничего не делала. А моя сила в это время сама становилась все больше и больше. Потом началось самое интересное. Обычным пистолетом я стала с одного хедшота сносить вампира, а еще чуть позже с одного магазина того же пистолета убивать Вервольфа. Хотя обычно на него уходит 2 магазина. А когда я подобрала Спрингфилд, один хедшот, и Вервольф просто улетает в другую вселенную. По моим ощущениям, проклятый по силе вообще стоит рядом с магнатом. Только магнату для разгона нужны целые горы денег, а проклятому нет. После первого аванпоста его сила становится просто нереальной. Если ты только начинаешь играть в Dead Rails и не знаешь, какие классы покупать первыми, начни именно с этого набора. А теперь напиши в комментариях, какой класс ты считаешь самым недооцененным в игре. Может быть, я кого-то зря отправила в трэш-лист. Пока...